Всем привет, и в этом видео я покажу, как создать кнопку на сайте, которая будет скрывать текст, используя JavaScript. Итак, сначала нам нужно создать и открыть папку, в которой будут лежать наши файлы. Нажимаем на файл и нажимаем на Open Folder. Теперь мы должны создать два файла с расширениями HTML и JavaScript. Нажимаю на файл, потом New Text File, сразу его сохраняю и пишу index.html. Вы можете вместо индекса написать любое название. Индекс это, основной файл. И то же самое проделаем с JavaScript. Нажимаю на файл, New Text File, Save As, пишу main.js. Main.js. Готово, сохраняю. И теперь сначала мы должны написать сайт. Пишем восклицательный знак, потом нажимаем на Enter. И внутри сначала напишем кнопку. Пишу button, внутри клик. И сразу пропишем функцию для нашей кнопки. Пишу onClick. onClick это то есть, если нажимаю на нашу кнопку, то мы должны вызвать функцию, которая потом будет прятать наш текст. Здесь напишу функцию под названием hide text и не забываем две скобки. Готово. Внизу я напишу h1. H1 это такой жирный заголовок, вы можете также написать параграф, если у вас много текста. Но я напишу H1, потому что я внутри напишу только Hello World. Вы, кстати, можете писать не только текст, например, изображение и прочее. Здесь в H1 я напишу для него ID. ID будет, например, text 1. ID нам нужно, чтобы мы через его ID в файле main.js обращались к тексту. А теперь чуть ниже я также пропишу скрипт и srk. Готово. То есть внутри пишу еще main.js. Теперь наша HTML-страница будет обращаться к main.js. Готово, переходим в main.js. И здесь сначала пропишу функцию, которую мы уже создали в файле HTML. Просто скопирую ее название, вставлю вот сюда, также две скобки поставлю и закрою еще вот этими скобками. Теперь мы должны написать переменную, которая будет обращаться к нашему тексту. Пишу const. Const это тип переменной, которая не может быть изменена. То есть мы не можем поменять ID нашего текста. Сразу скопирую ID. Здесь потом напишу название, например, такое же text 1. Пишу потом document. Get an element by ID. И внутри, в скобках и кавычках, пишу text 1. Также поставим точку запятой. Готово, теперь мы должны написать логические операторы if и else. Они нужны, чтобы, например, если наш текст виден, то мы должны его спрятать. И наоборот. Пишу if, и в скобках text 1. Потом мы обращаемся к стилям нашего текста. Style, потом visibility. И visibility равно visible. То есть, если наш текст виден, то мы должны его спрятать. Просто скопирую вот эту вот строку. Копирую. И здесь, во-первых, оставим только одно равно. И также напишем вместо visible hidden. Вот style это, то есть, например, шрифта текста, его размера, цвет и так далее. А теперь пишу else, опять скобки. И, то есть, наоборот. Если наш текст спрятан, то мы должны его показать. Здесь опять уберу два равно. И visible можно оставить. Теперь сохраняем main.js файл. Переходим в index.html. И, в принципе, можем запустить наш файл. Только, чтобы это сделать, мы должны скачать расширение. Переходим в extensions. И в поиске пишем live server. Live Server нужен для того, чтобы мы создали локальный сервер на нашем компьютере, и через него мы могли тестировать наш веб-сайт.
Скачиваем. И теперь сочетанием клавиш Ctrl-Shift-P мы открываем, ну, наш сайт, то расширение, то есть Open with Web Server. Нажимаем. У нас загружается браузер. Вот мы. И как можно видеть, наша кнопка работает. Вот мы нажимаем на нее. И нам показывают Hello World. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.